Всем привет! Сегодня у меня не мастер-класс. В этом видео я хочу вам показать мои готовые работы, идеи для вдохновения. На некоторые бантики есть мастер-классы, ссылки я оставлю в описании под видео. Все мастер-классы пронумерованы. Мастер-класс этих бантиков под номером 2. К комплекту к бантикам я сделала небольшую заколочку, зажим. Американские бантики. Мастер-класс есть на моем канале, но не к этим бантикам, а к другим. Посмотрите, я очень подробно рассказываю, как сделать восьмерку ровной. В этой коробочке бантики для школы. Шикарные бантики для ученицы. Мастер-класс под номером 3. Далее вот такие бантики в горошек. Очень популярный мастер-класс на моем канале. Также эти бантики очень часто заказывают. Такие же, только в белом варианте. С принтом золотые вензеля. Далее школьный комплект. Бантики и зажим для челочки. Очень красивый комплект. Мастер-класс под номером 5. Эти бантики я делала из сатиновой ленты и кружева. Для школы сейчас очень актуально. Можно использовать и на каждый день, и для праздников. Делать совсем несложно. Посмотрите, если кому понравился. Все готовые бантики я храню в zip-пакетиках, складывая попарно. На пакетиках наклейка «Ручная работа» или «Сделано с любовью». Также в пакетике я кладу подложку для бантиков, которую распечатаю сама. Это может быть любая открыточка или надпись самой красивой девочки. Также в пакетике я всегда кладу свою визитку. Бантики с подвесками. Мастер-класс под номером 9. Вот так выглядит моя визиточка. Я ее распечатаю тоже сама. Такие бантики тоже можно носить как школьный вариант. С подвесочками очень красиво смотрится на хвостиках. Нарядно и празднично. Если кому-то понравились эти бантики, мастер-класс под номером 9. Мне очень нравятся бантики с подвесками из бусин. Это придает им какую-то изюминку и выглядит интересно. На эти бантики я тоже снимала мастер-класс. Ссылка также будет в описании. Всеми любимые куколки Лол. В этих бантиках я использовала блестящую эко-кожу. Также ленты с принтом куколки Лол и ленту градиент. В комплекте зажим для челочки. Бантики с принцессами. Тоже очень любят девочки такие бантики, часто заказывают. Мастер-класс этих бантиков под номером 10. Русалочка. Следующие бантики, скорее всего, подходят для школы. Мастер-класс на эти бантики под номером 11. Делается тоже очень просто, а выглядит необычно. Вот такие объемные бантики из репсовой ленты и кружева. Серединки на бантиках я сначала приклеиваю, потом, если есть возможность, я обязательно их дополнительно пришиваю мононитью. На эти бантики я недавно делала мастер-класс. Я очень люблю ленту в горох и очень часто использую их в бантиках. Она смотрится очень оригинально. Вот посмотрите, какая прелесть. Бантики к жель. Мастер-класс под номером 16.
Далее яркие летние бантики с божьими коровками. Эти бантики скорее зимний вариант. Здесь я использовала репсовую ленту, блестящую эко-кожу и вязаные шапочки. Бантики порхающие бабочки. Девочки тоже очень любят такие бантики, часто их заказывают. Школьные бантики горошки. Мастер-класс под номером 20. Вот такие бантики, тоже школьный вариант. Можно на каждый день использовать. Мастер-класс под номером 21. Бантики, похожие на бабочки, в синем варианте. Также здесь я использовала ленту в горох. И такие же бордовый вариант. И сверху я использовала сатиновую ленту. Вот такие тоже очень интересные школьные бантики. Серединки здесь тоже пришивала мононитью. Небольшие объемные бантики можно использовать также для школы. Здесь я использовала принт-клетку, но также можно использовать и цветочный принт. Будет смотреться тоже очень красиво. Бантики-бабочки тоже очень интересно смотрятся. Делать несложно. Можно использовать как для школы, так и для садика. Пышные бантики из кружева. Мастер-класс под номером 26. Если использовать белое кружево, то подойдут и как праздничный вариант. Эти бантики я сделала на зажимах. Напишите в комментариях, какие вам понравились бантики больше всего. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Всем всего доброго!